Дорогой друг, ты на канале Cosmic Gamer. Меня зовут Евгений. Мы продолжаем играть в Monolords в режиме экономического развития. Развиваем наш один город. А пока загружается игра, я хочу поблагодарить тебя за твою поддержку, твои лайки и комментарии. Подписывайся, приходи на мои будущие видео. Итак, загрузилась игра. Проводим ревизию, смотрим, что у нас здесь где. У нас работает Горн, который делает слитки. У нас работает кузница, которая делает инструменты. Здесь можно относить. У нас есть склад, который скоро закончится. Далее грибы собираются. Домики у нас построены. Домики заселены не все. Вот один домик есть незаселенный. Хотя, да, там одиночная постройка, там все заселено уже. Это у нас все засеяно, да? Да, засеяно все. Далее у нас есть две мастерские, портняжная и мясная лавка. Мясную лавку нам нужно настроить. У нас есть стадо овец, которое размножается. И вот мясная лавка уже работает, она забивает овец, ягнят оставляет. Давай сделаем, чтобы у нас всегда десяток овец был. И пусть будет десяток ягнят. Остальные будем забирать на мясо. Здесь можно приоритеты расставить, делать колбаски или просто делать мясо, баранину. Я думаю, мы будем делать баранину, у нас соли нет. Далее, лавка, портняжная мастерская. У нас работает производство одежды. И наши жители... Прошу прощения. Наши жители получают еду полноценно и запасы товаров общего назначения. Это у нас топливо и одежда. Так, я вижу, что еще не все получают. Надо, я думаю, увеличить запас. Далее. Лагерь каменотесов нам уже не нужен. У нас его просто нет, камня больше. Можно сносить. Сюда к нам приехала глина. Мы перевезли всю, я так понимаю. Пойдем проверим. Карьер глиняный пустой, можно убирать. Склад уже тоже пустой, можно тоже убирать. И дорогу здесь можно убирать. Эти материалы заберут со временем. Что у нас по производству? Не работает лагерь лесорубов. Работает изготовление досок. Сбор дров. Перегонка дров в уголь. Нам нужен еще один вол. Возьмем, скажем. Работает засадка деревьев. Соответственно, склад в процессе. Хорошо. Теперь посмотрим, что у нас в доме овцеводов происходит. Работает сбор материала. Можем увеличить скорость, посмотреть, как здесь появляются материалы. Дальше. Пункт торговли скотом. В каком состоянии? У нас есть 2 вола, 4 лошади и овцы. Ну, овец, я так понимаю, наша мясная лавка выбила, потому что мы их не
Ввести овец до десятка. Мы их не настроили сразу после того, как лавку мясную поставили. И здесь были настройки обычные, как есть. Ну и, соответственно, выбиты были овцы. Ну, овец мы закупим. Купим, чтобы у нас было количество. Фактория. Чем мы тут торгуем? Что у нас есть? Мы закупили известь, можно перестать ей торговать. Доски мы, я думаю, больше не вывозим. Они накопятся. Потом будем, если что, вывозить. Или переработаем в деревянные инструменты. Там шестеренки, я видел запчасти. Так, камень тесаной черепицы у нас нет. Дня у нас совсем немножко, инструментами мы не торгуем. То есть это все наш дефицит. По материалам с полей мы пока ничего не берем. И да, у нас много грибов. Ну и видно, как они накапливаются прямо здесь в реальном времени. У нас мало мелкой дичи. Есть морковка, но не избыток. Как бы больших избытков здесь пока нет. Я грибы не хочу сейчас продавать. Что мы можем потом упереться в отсутствие. У нас есть баранины, какое-то количество накопилось, уже козлятина. Это все для внутреннего использования. Капуста. Железа есть небольшое количество. Так. Остальное глина, это тоже дефицит, лимит. Шерсть есть. Травы. Меха можно. Если не найдем, что с ними делать, то будем продавать. Напишите, пожалуйста, в комментариях, кто знает, что делать с мехом. Раньше мех можно было переработать в кожу. Сейчас я не знаю, как это сделать. У нас вот есть обувь, которая тоже в большом количестве, и я тоже не знаю, что с ней делать. Я не вижу, чтобы жители ее использовали. Так, эти инструменты военные мы пока никак. Вывозим уголь. То есть сейчас мы вывозим уголь, получается, по всем задачам. И мы перестали вывозить доски, их сразу увеличилось с 25 вот до 103 штук. Количество серьезное уже началось. Можно задуматься о том, чтобы сделать... Что-то я совсем захрип. Мастерскую поставить, которая будет досками заниматься. Сейчас мы это сразу сделаем. Домик поставим. Так, что у нас? Церковь у нас есть. Чтобы ее развить, нужно 20 тесаного камня и черепицы. Но тесаный камень мы не можем никак сейчас получить. Мы можем его только купить, я думаю. Даже мы можем... Сейчас я посмотрю, что нам купить. Да, тесаный камень только купить можно. А обычный камень мы можем где-нибудь получить? Может быть, мы мастерскую каменную поставим свою? Необработанный камень, он по 5. А тесанный тоже по 5. Ну, как бы есть смысл просто купить десяток этого камня. Придется торговый путь учреждать. А если я не буду торговый путь учреждать? Мелкие торговые сделки. Ну вот по мелким я, наверное, все-таки закуплю десяток камня необработанного. Гляну еще раз, сколько там нужно. Нам нужно 20 камней необработанного. Если 1 к 1 будет обрабатываться камень.
Вот, пусть везут нам камни, и мы его обработаем. Поставим каменотесню. Мастерская каменотеса. Вот так. Да. Печь для обжига извести. Кстати, работники обжигают щебень, получая из него известь. А я закупал известь, да? Да, надо было печь поставить. Можно было бы не покупать известь. Нам нужна печь для обжига обычная. Нам нужно глину переработать в черепицу. Мы это сделаем. В мастерскую каменотеса человека отправим. Налог у нас увеличился. Ну, нам есть чем его платить, так что без проблем. Пастбище растет. Здесь у нас что по животным? Угу. Материалы в некуда складывать, да? Хотя... Ну, есть куда вообще-то. Никто не забирает материалы, получается, что да? Получается, что да. А теперь забрали материалы. Я ничего не нажимал, если что. Они сами. Вот, и животные... У нас животные размножились на максимум. Значит, с ними никто не занимался. Но этот амбар, он как бы здесь ни к чему в данный момент. Я думал, понадобится. Но вижу, что не нужен. Я убираю его. Хорошо, что у нас здесь? Железо закончилось, можно убирать склад. Горн работу свою закончил. Его можно тушить, я думаю. Да? Да, горн можно тушить. А вот мастерскую пока еще не будем тушить. У нас есть еще слитки, которые нужно обработать. Вопрос только в том, что куда эти слитки уходят. Никуда они не уходят, поэтому горн не работает. Погорячился я с тем, что склад снес. Надо было не сносить склад. Надо было оставить склад. Придется ставить новый. Так, напротив поставлю. Потому что с горна нужно забрать эти заготовки и перенести в кузницу. Это только через склад произойдет. Ну и в кузнице материалы забитые уже. Надо забирать из них инструменты. Мы достроим склад, ставим сюда людей и будем это все зациклим, чтобы заработало. У нас 5 семей свободно сейчас. Тут надо требования не выполнены, говоришь, да? Овощи не дошли еще до дома. Жители дошли, а овощи нет. Да, нам надо вот эту мастерскую поставить плотника. Подождем, пока они там освоятся с рынком. Склад. Здесь нам нужно это собирать инструменты. Собирать, собственно, железные заготовки. Ну и все. Мы в этом складе поставим одну семью в работу. И они заберут инструмент, принесут заготовки. Заработает. У меня 4 семьи свободны. Раз у меня семьи начали появляться свободные, надо, значит, сделать... Ну, я сейчас поставлю хозяйство. Там будет
не свободно. Семьи будут зарезервированы. В таком случае мы начнем обрабатывать поле. Я думаю, вот это маленькое. Для этого надо дорогу сделать. Начнем делать инфраструктуру обработки полей. Дорога есть. Теперь есть дороги, отлично. Построим житницу. Это житница. Вот прям вот здесь вот мы поставим. Чтобы удобнее было ходить, сделаем еще одну дорогу вот так. И начнем потихонечку поле вот это обрабатывать одно. Да, вот, все пошло. Пошло двигаться. Материалы, я вот внизу смотрю, двигаются. Склад наполняется, на рынок все это носят. На рынок можно не носить, но... Ну да ладно. Что у нас по мастерской каменотеса? Продолжаем, я так понимаю, закупать камни. Мы пока перестанем закупать. Сколько у нас там готово камней? 34 успели сделать. Ну, окей. Хорошо. Нам надо черепицы еще 10, и мы можем церковь проапгрейдить. Мы сюда поставим печь для обжига одну семью. И они сделают нам черепицу. Мастерской каменотеса можно убирать семью. Я пока не буду сносить саму мастерскую. Может быть, в будущем мы займемся. Да. Житница. Житница мы поставим работу только с этим полем. Надеюсь, не только с этим кругом, но в принципе с полем. Поставим сюда сейчас 4 семьи. А на поле сделаем... На поле сделаем рожь. Хотя даже, да, лучше, мне кажется, сделать ротацию. Пусть там небольшой процент будет, но мы получим. Вот пшеницы немножко получим. Ячмень стоит получить немного. Совсем мало, здесь вот 9% будет. Прям катастрофически мало. Но это будет несколько кружек пива, которые будут расходованы. И у нас зима. После зимы будет прибытие, я думаю, еще семей. Уже можно добавить заселение, я думаю. Здесь будет у нас еще стек с малым хозяйством. Мне вот не нравится то, что это все совсем неровно. Прям очень неровно. Может быть, сделать фрукты? Куда поля я собирался делать? Фрукты может сделать. А что если да, взять вот и сделать фрукты? Мы так и сделаем. Думаю, вот так. Попробуем. Почти идеально. То, что я хотел. Почти то, что нужно. Хорошо. И сделаем еще одну дорогу. Вот так. Оставим здесь еще хозяйство такое.
Тоже практически то, что хотелось. Так и будет. Здесь вот 2 огорода. Дороги я могу не сносить, они как бы для хождения не помешают. Домик получился, хозяйство такого первого уровня. Это будет дождаться. Хотя что дожидаться? Вот у нас яблоки. Там яблочные сады, а здесь получается 2 домика. 3 домика, но одиночные. А мне это не нравится. Да, не нравится. А если вот так? Сколько там? Там нет пристройки. Нет пристройки. Ну ладно, тогда будем ставить как есть. Сколько нам позволяет это сделать. Пусть будет 2 домика, но зато с пристройками. Это будет 4 семьи. Места, конечно, много, я бы сказал. Да. Теперь надо будет посмотреть, что нужно. Айвы я могу уже купить. Здесь подождем. Ну и денег подождем. Что там, обжиг уже выполнился? Да. Значит, мы можем сделать апгрейд для церкви. Скоро весна будет, февраль заканчивается. Что этот домик? Готов к апгрейду? Нет? Не готов. Чего-то ему не хватает. Не хватает еды, фруктов, мяса, рыбы, продукты животноводства. Не доходит до рынка. Продукты животноводства. Я думаю, мало торговцев. Надо добавить торговца одного. Одну семью. И они, я думаю, успевать будут разносить. Вот даже если вот так посмотреть на рынок. У нас вот крайний домик был красным. То что буквально. Ближайшие домики с запасами, а дальние уже с проблемами. Мы посмотрим, будет ли иметь эффект увеличение количества людей на складе продовольственном. Если да, то вот я вижу, что крайние домики уже начали получать свою продукцию. Так что, в принципе, да, это имеет смысл. И вот эта вот красная линия говорит о том, что у нас запасов в амбарах есть, а людей у нас, которые занимаются ними, мало. Вот, допустим, на складах там 5 семей занимается. Все склады. Грубо говоря, если еще одну семью отправить на склады, у нас, по идее, да, вот видите, вот эта вот линия перестает быть красной. Типа справляются все. И вот дом, соответственно, получил свое продовольствие. Его можно увеличить до 2 уровня. Церковь у нас построилась, более продвинутая. Ей нужен запас прочности, и при этом они тратят что? Камни? Интересно. Очень интересно. Здесь мы апгрейдимся. Здесь я бы хотел яблоки купить. Придется подождать. Дома в любом случае нужно апгрейдить, как и каждый раз, когда они к этому готовы. Это как бы не супер важно, но стоит это делать.
Я имею в виду, что прям каждый раз, как только готовы сразу апгрейдить. Такой вопрос. Надо, чтобы запасов хватало на поддержание уже проапгрейдженного дома, иначе настроение будет падать. Поэтому я и говорю, что не надо сразу апгрейдить, как только возможно. Но в нашем случае сейчас мы это делаем, потому что у нас есть все запасы. У нас даже одежда есть. Так что я спокоен. Каждый раз, когда семьи добавляются, я буду их добавлять в житницу. У нас поле с рожью. Оно вспахано. В апреле уже закончили вспашку. И сейчас делают засадку. Хорошо видно, как трудятся люди. Можно скорость поставить нормальную, естественную. Мы увидим, как разбрасывают семена, засеивают поле. Практически. По глине еще вопрос закрывается. Но мы развиваемся не слишком торопясь. Ну и не останавливаемся. Можно прекратить закупку. Закупку овец можно прекратить. У нас, так понимаю, у нас там уже есть десяток взрослых. Нет, еще одну не хватает. Можно, допустим, этим вот мясникам сказать, чтобы они оставляли 20 ягнят, 20 овец. Тогда овцы будут просто быстрее размножаться, если мы увеличим количество. И сейчас мы им дадим размножиться, этим овцам. Не будем их выбивать. И можем, кстати, ввести еще до 20 овец. А ягнята уже будут собственные. Да. Еще семья. И еще одна позиция в житнице. Рожь колосится. Готовность культуры 25%. Она, пожалуйста, красивая. Можем, пока она там колосится, сделать вот такую штуку. Ставить на 2 поля. Они начнут, работники начнут это поле распахивать. Второе. Должны начать распашку. Посмотрим, где они там ходят. По домам ходят, сидят. Поймут, что пора распашку делать, придут на поле, я надеюсь. Конечно, они не придут на поле, надо полю сказать, что там что-то будет засеиваться. И мы здесь тоже сделаем рожь. Потом будет лен и ячмень. Вот такая ротация. Что там? Бегаю по городу. Лужи таскаю себе домой. Месяц. Думаю, даже распашкой заниматься. Ну, подождем. И скоро уборка будет. Попробуем 2 поля обработать. Хорошо. Дальше. Дальше нам для развития нужно сделать проверку. Ну здесь у нас выбрано, окей. Мы здесь ничего не будем проверять. Да.
Торговля. Доски мы продали. Закупили лошадей. Продали уголь. Закупили вот овец. Известь и камень. Потом у нас в этом крайнем домике. Здесь я собирался мастерскую сделать, плотника. Мы ее сделаем. Вот у нас семей стало риска 0. Есть куда заезжать? Туда можно. Это апгрейд. Сюда мы завезем. Семей. Надо освободить одну семью для строительства. Даже 2. Да, 2 семьи, потому что в этом доме у нас 2 семьи. Лавка стала с плотниками сразу. Вот, мы можем делать щиты. Большие причем. Делать деревянные детали. А что на малые щиты? Ну, то есть мы можем делать щиты большие, малые и деревянные детали. Давай будем делать деревянные детали, будем оставлять на строительство внутренние нужды 20 досок. Остальное все в детали. И детали теперь деревянные пойдут на продажу. Да, можно детали еще на что-то пустить. Щиты по 2 и по 3. А вот детали деревянные, ну, наверное, по 1, да? Нет, тоже по 3. Давай мы вот и будем вывозить детали деревянные. Не знаю, до 10 оставим на всякий случай. И купим торговую линию. Поедут наши детали на рынок. Накопятся. Накапливаются. Грибы. Кстати, грибы могут и портиться. Мы можем попробовать вывести. Ставим до 300 штук, а 200 вывезем. Будет постоянный вывоз, у нас довольно много грибов. Так. Доски мы уже не вывозим. Щебень у нас мало щебня. Туры. И стали поедут. Пока так. Что у нас? Добавить здесь. Добавится. Я бы хотел вот купить все-таки яблоки. Пока яблок нет. Еще козочки будут. Почему бы нет? А здесь без хозяйства домик. Неплохо. Хорошо. Мы можем теперь... Что у нас там? Рожь. Рожь скоро под уборку пойдет. Налог королевский увеличился. 41% пшеницы будет. Немножко ячменя. Здесь ничего. Сделаем сейчас. Так, увеличим. Две семьи добавляем. Кстати, вот пошла уборка. Уборка. Рожь пошла на уборку. Куда мы рожь будем складывать? Правильно, мы ее будем складывать в амбар.
Вернее, она пойдет в житницу. Рожь пойдет в житницу. А что мы можем по амбару? Будем собирать рожь, пшеницу. Это все не здесь, это будет в том амбаре. И вот эти материалы мы тоже не будем собирать. Это все будет там. Построят. 10 камней найдется. Ну вот и убрали, собственно, рожь. Практически всю. Ротация произошла на полях в октябре. Теперь у нас будет пшеница и лен. И лен. А рожь у нас вот 145, я вижу, на складе лежит. Вернее, в житнице. Тогда мы еще тут склад поставим один. Кстати, вот этот склад можно освободить. Убрать инструменты с него. А в основном складе инструменты поставить. И их перенесут. Еще в основном складе мы уберем сбор льна. Да, мы лен не будем здесь собирать. Кстати, а насчет деревянных деталей, ну, есть они. А на этом складе мы настроим как раз сбор зерновых культур. И сбор продуктов зерновых культур. Ставим одного работника. Пока нет, надо достроить этот склад. Я так смотрю, можно еще добавить жителей. Вокруг рынка, вот в эту сторону. Тут можно, кстати, добавить жителей с огородами. Даже дорогу надо сделать. Куда-нибудь. Куда-нибудь дорогу. Ну, давай вот так. И сюда. Дорога будет. И теперь можно еще жителей разметку тут сделать. Будут здесь, допустим, огороды у нас. Вот так. Неплохие маленькие огородики. Даже не маленькие, средние такие. Засадим там какие-нибудь с культурами. 500 монет уже имеется. Вот мы можем яблочки купить. Кстати, я же... Ну нет, я оставлю эти дома так. Я хотел еще одну культуру, третью посадить. С грушами, например. С грушами можно вот здесь засеяться. Хотя это не груши, это огород. Маленький такой огородик. А вот груши, да, груши можно вот тут поставить. Неплохо будет, я думаю. Главное тут не строится, грибы не потерять. Я убрал зону строительства, у меня все равно 2 поля только. Остальные поля не установлены сейчас никак.
Я имею в виду, не установлена культура на полях. Да, и тут прям сразу мы апгрейдимся. Сразу на апгрейд идем. Сады. Я хотел поставить. Давай вот эти два будут с грушами, как раз по площади, плюс-минус. Здесь можно ставить или огороды, или вот пристройку. Давай огороды. Огороды, огороды. Так и разметили. Да, разметили. Заодно и житница наполнится. Нам надо житница, нам нужны склады. Да, уже принесли щиты. Здесь будет лен, а не щиты. Берем их. Щиты можно было бы продать, у нас все равно войны нет. Там успели изготовить щиты, пусть лежат. Пока полежат, потом подумаем, что с ними делать. Вот у нас уже 28 на пастбище. Это там что? Там у нас ягнята множатся. И увозятся овцы. Вернее, не ввозятся, людей нет. Торговли. На огороды мы закупим семена. Здесь мы закупим груши. Кончились деньги на груши. Подождем. Чуть-чуть подождем, пока люди появятся в домах. Сразу на апгрейд. У нас там по линии закончилась. Горн можно тушить. Да, глина у нас все. Закончилась. Его понемножку, да потихонечку. Мастерская. Делает мастерская свою работу. Налог увеличился, жителей количество растет. Налог, соответственно, увеличивается. Одна семья первого уровня, 39 семей второго уровня, 5 семей в рутине. Рутина — это, я так понимаю, те, которые заняты вот этой вот усадьбой. Только что там не 5 семей, там должно быть 5 человек. 5 человек. Ага, да, так, 5 человек.
Торговля. Торговля. Грибы поехали на выход. Количество резко снизилось. А шестеренки деревянные, это деревянные инструменты, детали. Детали поехали. Тоже на выход. Уже у нас нет, мы ее в сапоги переделываем. Ну, можем, кстати, насчет сапог. 280 монет нам надо на сапоги. Мы их сможем вывозить. Довольно дорого, по 7. И 22 монеты на яблоки и 333 на груши. Ну, подождем, груши. Буквально чуть-чуть осталось. Дома можно проапгрейдить. Что у нас дальше по домам? Вот у нас дом. Хозяйство второго уровня. Что ему нужно для того, чтобы получить третий уровень? Ему нужен напиток. То есть нам нужно делать из ячменя солод. Так, что у нас? У нас поле второе обрабатывается. Поле с пшеницей растет. Добавляем семью. Ставим складских работников. Можно на склад не выносить, на рынок. Посмотрим, что у нас. У нас вот есть зерно. Зерно ржи. И вот надо на склад вынести. Вот оно пошло на склад. Сколько там зерна? В общем, пошло зерно. И здесь будет лен собираться. Неплохо у нас пошел процесс. Неплохо. Даже успеваем 2 поля обработать. Я плуг не покупаю, потому что он с плугом очень долго работает. Гораздо быстрее получается, когда семья таким большим количеством заходит. Несколько семей, сколько там, 8 семей. И они сразу это поле одним махом превращают в то, что нужно. Тогда будем еще житницу строить и обрабатывать вот эти 2 кусочка. Но нам надо тогда сделать на этой житнице область действия. Будем вторую житницу строить. Станет здесь, да? А, дороги нет. Я смотрю, не клеится. А вот так. Вот так будет клеиться. Очень даже хорошо. Житницу поставим чуть-чуть подальше. Так вот. С этой стороны поставим еще домики живые. Здесь можно будет малые хозяйства сделать. 32 доски. И никогда не будет 32 доски. Да, а вот так 16 досок. Не досок, а бревен. 16 можно и подождать. Потихонечку достроим. Можно увеличить количество жителей. А не могу. И вот домики, кстати, такие уже красивые.
Ну, не черепица или черепица, что это? Черепица. Справляемся. Строимся. Ставим. Ставим. Так, чтобы 2 поля захватило, 3 не трогало. Вот так. Семьи можно начинать. Ставим ротацию. Начнем здесь мы классически с рожи. Здесь лучше, конечно, поставить пшеничку и ячмень. Поставим, я думаю, рожь. Опять же, пшеничка хороший процент имеет. И вот лен. Вот так. И потихонечку эти тоже 2 поля обрабатывать. Временем у нас наберется количество людей, количество работников на полях. Запасов хватает. Домики застраиваются. На 10 бревен подождать. Подождать. Я подожду. Что у нас по животным? По животным все. Мы укомплектованы. Сколько максимум может быть? 84. Когда мы сейчас мясную лавку еще немножко гайки им прикрутим. Увеличим до 40 животных. До 40 ягнят. И все излишки уже будем вырезать. Даст прирост. Есть груши. Ну, груши будут через 3 года хорошо плодоносить. Тут, например, яблоки тоже только засадили. Они вон еле-еле видно их. В то же время вот как айва уже растет у нас давно. Она дает свои плоды. Да, пшеница есть. На складах у нас есть пшеница. Месяц. Там у нас под бревном. 7 бревен. 7 бревен мало. Но понимать, где у нас идет вырубка леса. Можно перенести вырубку леса немножко в сторону. Можно даже не просто перенести в сторону. Хотя нет, я не буду переносить лагерь лесорубов. Хотя его можно было бы перенести. Что у нас по засадке? Всаживаться мы будем чуть-чуть дальше, вот так. Когда мы рубить будем где-то вот здесь сейчас,
А лесорубы, которые дрова собирают, они будут работать, например, вот здесь. Разнесем немножко зону ответственности. Ну что, мы стабилизируемся. У нас сейчас хороший процент одобрения. Растет количество овец и ягнят. Хозяйство. Делаем усилия дальше на скот. Застроиться. Это все мы будем зерно перерабатывать уже в следующих сериях. У нас есть зерно ржи и зерно пшеницы. Порка работает. Тут у нас засеивается поле. Здесь еще будет тоже засеиваться. Поля мы еще не обрабатываем. Уже могли бы. Тащат сюда материалы. Мне такое ощущение, что все работники где-нибудь. А если я им всем уберу зоны ответственности? Пшеница, здесь пшеница. Пусть они сами распределяются. И будут набрасываться на какое-то поле. Да, они начали обрабатывать поля. В общем-то, время эфира подошло к концу. Дорогой друг, спасибо, что ты был со мной на этой серии. Я благодарен тебе за твою поддержку. Твои лайки, комментарии помогают развивать канал и делают больше понимания для сообщества, как в эту игру играть интереснее, лучше, может быть, новые идеи. Подписывайся, приходи на следующие серии, они выйдут в ближайшее время. Пока.